Всем привет, друзья! И вы снова на канале Шестеренка. Наконец-то мы вернулись из отпуска. И мы принимаемся за работу. Итак, на данном обзоре у нас новейший самокат от компании Innokim. Это Innokim Mini 2. Те, кто любит самокаты, наверное, уже знают, что компания Innokim выпускает премиальные самокаты. То есть это как BMW и Mercedes среди автомобилей. Я постараюсь рассказать и про плюсы, и про минусы данного самоката. Я не хочу сказать, что он прям идеальный и супер-супер-супер крутой, но все хорошее, все плохое я сейчас вам расскажу. Ну что, начинаем. Максимальная скорость, которую заявляет производитель, 25 км в час. Данный самокат я использовал на самом сильном неэкономичном режиме. С моим весом это 86 килограмм, плюс в основном я езжу в рюкзаке, то есть я его выхлестывал как мог. Сейчас вы видите полностью мой трек, как я на нем ездил. Как вы видите, я его мучил по полной и пытался высадить его как можно сильнее и быстрее. Итак, проехал я 19 километров 674 метра. На мой взгляд, своим весом на максимальной это отличный результат для самоката, который весит, вес данного самоката в полном вооружении 10,6. 10 килограмм 600 грамм. На мой взгляд, это очень и очень круто. Средняя скорость у меня была 7,6 километров, 7-8 километров, потому что ездил я в основном по оживленным улицам. Максимальная скорость, до которой я разгонялся, это 28 с копейками километров. На мой взгляд, это обалденный результат для вот такого вот маленького самоката, который вы можете чуть ли не положить в сумку. И что же вы думаете? Данный самокат заряжается, полной зарядки всего за 4 часа. На мой взгляд, это очень классно, при том, что он имеет очень маленький блок питания, который вы можете всегда положить с собой в рюкзак и, соответственно, зарядиться в любом кафе, либо магазине, либо в гостях, куда вы поехали, или на работе. Максимальная нагрузка, которую выдерживает данный самокат, как заявляет производитель, это 95 килограмм. На самом деле я и мой сын катались на нем вместе, и жена у меня ездит с сыном тоже там в школу или еще куда-то на самокате без всяких проблем, и он тянет просто без единой проблемки. Итак, диаметр колес данного самоката 6 дюймов. Переднее колесо пневматическое, заднее литое, соответственно, заднее мотор-колесо, переднее чисто обычное колесо. Что касается рессоров, с задней части есть вот такая вот резинка, то есть колесо немножко ходит, соответственно, убирает некоторые неровности дороги. С передней части нету ничего, только пневматическое колесо. И что я вам хочу сказать. По сравнению с такими же маленькими самокатами, он едет достаточно плавно. Я ни в коем случае не хочу вам говорить, что он вообще не трясет и можно ездить по внедорожному покрытию. Нет, конечно же нет. Он трясет, кишки он вытрясает, да. Но если вы едете по нормальному асфальту в городе, вы его не чувствуете совсем, даже если он немного неровный. Да, если вы заезжаете на плитку или еще на что-то, да, у вас начинает трясучка, но она не такая сильная, как в более дешевых моделей. Это, наверное, в основном плюсы. Тормозит данный самокат рекуперации. Лично я тормозил. Также вы можете использовать вот этот ножной тормоз, то есть если вдруг рекуперация вас как-то не останавливает, вы можете спокойно ногой затормозить и остановиться. Лично я вот сколько мы его 3 раза разрядили, зарядили, прокатились, то есть это порядка 60 километров, я ни разу не пользовался ножным тормозом. Теперь давайте перейдем к самому главному. Самое главное, соответственно, это батарея. В данном самокате установлена батарея на 36 вольт. Сейчас я вам скажу одну вещь. Я задал вопрос производителю данных самокатов, какие же элементы батареи, какой фирмы, какого бренда установлены в данном самокате. Они мне написали, установлены китайские батареи, какие-то World Power высокого класса, типа самые навороченные, самые хорошие. Но, честно вам скажу, я могу в это померить. Во-первых, из-за цены самоката, она просто для меня неподъемная.
Второе, из-за того, что он реально проехал 20 километров с моим весом на самом максимальном режиме. То есть это не эко-режим. И это доказывает то, что он действительно может. Причем это с первой зарядки я проехал, я засекал это с первой зарядки. Как вы знаете, если разрядить самокат и зарядить, со следующего раза батареи более разойдутся и будут гораздо лучше работать. Ну, не гораздо лучше, но чуть-чуть лучше они будут работать. Вы, наверное, спросите, те, у кого есть уже Innokim Mini 1, в чем же на самом деле отличие? Хотя внешне она не такая заметная, ее практически нет, можно сказать. Как вы уже поняли, стоит более емкий аккумулятор, соответственно, более высокая максимальная скорость, чуть-чуть увеличена дека и, соответственно, как они заверяют, добавлена влагозащищенность. Я ездил в дождь, я ездил по лужам, проблем у меня не возникло. Также очень удобно, можно заряжать телефон. Хотя, с другой стороны, вы можете заряжать телефон, но повесить его некуда. То есть вы должны крепление лепить, соответственно, скорее всего, вот на нижнюю часть руля, что на самом деле, на мой взгляд, не очень удобно. Но это возможно, нет проблем. Здесь есть кнопка к выключению данного самоката. Что хочу сказать по минусам. Давайте перейдем, наверное, к самому грустному и к самому противному. Минусы, честно я вам скажу, мне не понравилась сразу одна штука, это вот этот замок. Вот вы слышите, да, как он шумит. Во время езды, когда я только получил данный самокат, она дико шумела. То есть, когда ты едешь по каким-то неровностям, слышно только вот это, потому что моторы работают идеально тихо, их просто не слышно, в этом плане проблем нет. Но вот это дребезжит. Здесь есть два болта для настройки, это хорошо, я могу ее настраивать выше, ниже, там еще что-то, но убрать дребезжание я так и не смог. Возможно, я как бы безрукий человек, но я его не смог. Здесь нету ламп. То есть вечером ездить на нем неудобно, но он для этого и не предназначен. Это не та вещь, на которой нужно ездить ночью и гонять и еще что-то. Что еще по минусам, которые я заметил? Смотрите, у него удобно снимаются ручки. На мой взгляд, они классно откручиваются, все здорово. Может быть, это не так быстро, как на других самокатах, но, если честно, на таком маленьком самокате я бы хотел, чтобы они либо куда-то вставлялись, допустим, я не знаю, вешались сюда, либо втыкались куда-то, либо просто складывались. Это лично мое как бы впечатление. Я не говорю, что это плохо или неудобно, потому что вот в таком положении его очень удобно, как вы понимаете, взять, наклонить на задние колесики, и можно спокойно его вести. И это удобно, нежели у вас торчат две ручки, которые вы можете зацепить. То есть вот таким образом вы можете ходить там с работы, если вдруг он сел у вас или еще что-то, в метро. В магазине очень удобно его возить вот просто так. Причем в магазине я бы, наверное, оставил ручки, потому что на них можно повесить тот же мешок или еще что-то. На самом деле мне это понравилось, и это действительно удобно. Можно что-то повесить и возить его, как, грубо говоря, коляску. Он очень удобно ездит. Но, естественно, только в магазине по такой поверхности он не поедет. Так что, на мой взгляд, вот эти вот колесики, которые, кстати, можно еще снять и поменять, если вдруг они у вас сломались или еще что-то, здесь есть кнопки по бокам, откручиваете, снимаете, меняете без проблем. Как видите, дека полностью металлическая, так что она все защищает, здесь нет никаких щелей, никаких зазоров. В этом плане собран он обалденно. Ну, как бы, я считаю, что за свою цену он обязан быть собран обалденно. Еще минус, который мне не понравился. Да, здесь есть вот эта функция, то есть разобрать его элементарно, вот вы его разобрали и все, либо его можете вот так вот поставить. Но, на мой взгляд, когда вы подъехали, допустим, я не знаю, что-то купить, ну, не в магазин, я не знаю, остановились там, вам нужно билет купить или, я не знаю, воды или еще что-то, нужно нагнуться, вот это вот сделать, поставить его, потом встать, грубо говоря, сделать свои дела, вытащить его, зажать и поехать. Это элементарно, нет проблем никаких, но, на мой взгляд, было бы гораздо удобнее. Тем более здесь дека сделана, здесь тоньше, здесь толще. То есть маленькая ножка бы влезла идеально.
Это было бы, мне кажется, очень классным дополнением и было бы очень удобно. Ты подъехал, там чпок, поставил его, все, нет проблем. Но как бы они это не сделали, это не минус ни в коем случае. Но, честно вам сказать, это бы хотелось бы видеть на нем за такие деньги. Все остальное по поводу ходовых качеств, по поводу сборки у меня нет никаких претензий. То есть это шикарный самокат для города. То есть съездить на работу, в магазин, там, я не знаю, к ребенку в сад, еще куда-то, вот именно где очень много народу, там заехать в магазин. Вам не нужно думать, где его оставить или еще что-то, сложили, поставили, пошли в магазин вместе с ним. В метро с его весом это тоже не проблема, причем вы можете его и везти, и нести, и катить, в общем, как хотите. На мой взгляд, это просто классный, наверное, самый лучший самокат из маленьких. То есть вот до 10 килограмм это, наверное, лучший вариант, который я видел. Да, огромный минус, на мой взгляд, это цена. Она прям совсем неприятная. Но, как говорится, это уже на вкус и цвет. Кому-то эта цена покажется вообще копеечной и не проблема. Все ссылки на официального дилера компании Innokim я оставлю внизу. Огромное спасибо компании Innokim за то, что предоставили Mini 2 на обзор. Это реально было круто. И ну, по нему видно, знаете, когда вы получаете эту коробку, она обалденно запечатана, она очень приятно, вы ее открываете, ну, как-то это действительно премиально. Плюс еще я хочу заметить огромный плюс его комплектации, да, у вас есть какие-то ключики, у вас есть то, сё, насос, это очень приятно, в любом случае это классно, и вы получаете от этого удовольствие. Что у нас по комплектации? Смотрите, насколько все аккуратно и красиво. Я прекрасно понимаю, что это не верх совершенства, но скажите, что приятно, когда ты открываешь коробку, ты видишь вот такие вещи. Во-первых, это идет две рукоятки, которые вы прикручиваете к вашему самокату. Дальше идет вот такой вот ключик, причем он, я бы не сказал, что самый дешевый, который вы можете купить. Но он реально помогает и подходит практически ко всем вещам. Дальше у нас идет насос. Да, он маленький, аккуратненький, но им реально накачать ваше колесо. То есть это не проблема. Дается также ключ для того, чтобы вы могли подтягивать стойку. И зарядка. Как вы видите, мало того, что зарядка фирменная, да, от компании Innokim, плюс она реально маленькая. То есть вот с этой зарядкой вы можете абсолютно спокойно поехать на работу, бросив ее в сумку, даже в маленькую сумку. Что у нас по параметрам зарядки? Это 100-240, 2-амперная, 42 вольта. Сделана она очень аккуратно, вентиляторов на ней нету, она бесшумная, греется немного, но проблем в этом нет. Вот такой вот джек. Здесь есть все, что вам может понадобиться при какой-то поломке или разборке вашего самоката, там, я не знаю, для чистки, еще для чего-то. Надеюсь, это все вам не понадобится, но это есть, и это огромный плюс. Так что, смотрите, мы вот ездим сейчас вдвоем. С его весом я уверен, что он проедет 30 километров, если не больше. Причем даже не на эконом-режиме. Вот честно вам скажу, если с моим он проехал 20 километров, то с его точно. Какое у тебя впечатление о данном самокате, когда ты покатался? Когда едешь, просто легко тормозить и менять скорость. Очень быстрый и легкий, мне очень понравилось. И все. Все, спасибо, Артем.
А в следующем выпуске у нас сумасшедший тест-драйв Innokim OXO. Это самый мощный премиальный самокат, который есть у этой компании. Вы готовы к тесту? Тогда ждите следующего выпуска. А с вами был, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока!